Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента выравнивания отверстий в программе SolidWorks. С помощью этого инструмента выполняется проверка сборок на наличие несоосных отверстий. Поиск смещения между центрами отверстия осуществляется в пределах заданного значения смещения. Инструмент поддерживает цилиндрические отверстия, созданные с помощью инструментов: отверстия под крепеж, простых отверстий, всех видов массивов отверстий и цилиндрических вырезов. Вначале соединим в условной сборке два компонента через крепежные отверстия стандартным способом. Выбираем две плоские грани и задаем сопряжение совпадения. Далее выбираем два соосных цилиндрических отверстия и задаем сопряжение концентричности. Далее выбираем вторую пару отверстий и задаем концентричность. В результате компонент полностью определен и его невозможно переместить. Но при создании сборки с большим количеством сопрягаемых отверстий в разных деталях, особенно если отверстия создавались отдельно в каждой детали, тогда достаточно сложно визуально определить, есть ли смещение осей отверстий. Например, смещение некоторых отверстий можно определить на глаз, а некоторые практически незаметны. И заниматься таким ручным поиском несоосности нерационально. Для запуска автоматического поиска на панели инструментов «Сборка» или панели «Анализировать» выбираем инструмент выравнивания отверстий или нажимаем инструменты «Анализировать», «Выравнивание отверстия». Открывается менеджер свойств. В первом разделе «Выбранные компоненты» указываются компоненты для проверки. По умолчанию отображается сборка верхнего уровня. И при выполнении поиска смещений будут проверены все компоненты сборки. Но если вы работаете с большой сборкой, то для ускорения работы можно выбрать отдельные компоненты для анализа смещений только тех отверстий, которые принадлежат выбранным компонентам. В поле отклонения центра отверстия нужно задать значение, обратите внимание, максимального расстояния между центрами наборов отверстий, для которых выполняется проверка. Проще говоря, этот параметр означает найти все пары отверстий, смещение центров которых находится в диапазоне от 0 до этого указанного значения. Поэтому, если указать слишком малое значение, например, 0,1 мм, и нажать кнопку «Вычислить», то в разделе «Результаты» программа не найдет невыровненных отверстий, что, как видим, совсем не соответствует реальности. Если же указать слишком большое значение, например, 20 мм, и нажать кнопку «Вычислить», тогда программа найдет и укажет в результатах отдельные, не связанные между собой отверстия. Такой алгоритм работы не совсем удобен для поиска смещения центров отверстий больше разрешенного допуска в чертеже. Надеюсь, в следующих версиях программы будет добавлена возможность поиска смещения в заданном диапазоне. А пока указываем значение в 1 или 2 мм и нажимаем кнопку «Вычислить». В разделе «Результаты» найдены 4 набора отверстий с отклонением центров меньше указанного значения. С этими результатами можно выполнить следующие действия. Первое. Допустим, наш допуск на соосность отверстий составляет не более 0,2 мм. Выбираем в списке отверстия, превышающее это значение, и нажимаем на него. Отверстие выделяется в графической области синим цветом. Выбираем вторую пару для определения местоположения отверстий. Второе. Если нажать на элемент с помощью правой кнопкой мыши и выбрать параметр «Увеличить выбранный элемент», то программа приблизит выбранные отверстия для наглядности. И третье. Можно развернуть элементы, чтобы увидеть тип смещенных отверстий в каждом компоненте. Их тоже можно выбрать по отдельности для высвечивания в графической области или увеличения. В некоторых случаях в разделе «Результаты» создается папка «Частично проанализированные компоненты». Эта папка создается, если инструмент находит несколько отверстий в детали, но не может выполнить анализ отверстия. Тогда имя детали, в данном примере деталь 1, помещается в эту папку. В этом случае проверку деталей и связанных с ней компонентов следует выполнить вручную. Например, в этой сборке есть два угловых отверстия, центры которых точно совпадают и связаны с сопряжением концентричность. Далее программа нашла 4 несоосных набора отверстий. Но определить точное смещение 3 оставшихся пар отверстий программа не смогла. Это связано с ограничением инструмента, который не распознает отверстия в следующих элементах: вытянутые тела с несколькими границами, импортированные тела, производные детали и тела, созданные с помощью команд «Переместить, копировать тело», «Разделить деталь», «Тело массива» и «Вставить деталь». Вот эта пара отверстий не определена, потому что одно из отверстий не цилиндрическое. Далее откроем и рассмотрим подробнее первую деталь.
Смещение центрального отверстия не определено, потому что оно не является отдельным элементом. Как видим, оно создано в элементе вытягивания контура детали. А вот это отверстие не анализируется, потому что оно конусное. Также не анализируются пары отверстий, оси которых не параллельны. При использовании в сборке компонента на основе импортированной геометрии все отверстия, принадлежащие импортированному телу, также не анализируются. Однако отверстия, созданные в импортированной или производной детали отдельной операции, будут распознаны, потому что они являются отдельным элементом в дереве. В итоге, несмотря на все имеющиеся ограничения, этот инструмент может значительно упростить поиск связанных отверстий со смещенными осями в компонентах сборки. Надеюсь, инструмент будет вам полезен. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго!